Всех приветствую! Недавно я стал фанатом игры The Forever Winter. На моем канале я планирую делать полезные гайды по этой игре, так что подписывайтесь на канал и следите за новостями. Я начал играть самую раннюю версию, когда был максимальный 25 уровень престижа и не было возможности играть за робота. Поиграв некоторое время, я решил взять перерыв, так как игра на тот момент почти во всех направлениях имела грубую, неполноценную механику, и ей еще было далеко до приличной играбельной версии. Пришло время новогодних скидок, и я купил в Steam игру за 880 рублей. После 3 месяцев перерыва, поиграв вновь, я расстроился. Разработчики выбрали вектор развития проекта, нацеленный на внедрение нового контента, но фундаментальные проблемы в различных механиках не исправлены и в ближайшее время, скорее всего, не будут исправляться. Я понимаю, что есть проблемные направления, которые задействуют много времени и ресурсов, чтобы их исправить, но какие-то из них, о которых пойдет сейчас речь, я уверен, можно исправить быстро. На мой взгляд, основная проблема — несбалансированное появление по всей карте врагов возле персонажа. Все так же, как и раньше, во время игры враги появляются передо мной, сзади или прямо на мне в любой неожиданный момент. У этой проблемы 3 негативных момента. Во-первых, это ведь не фэнтезийная игра про магию и телепорты. Такая механика не вписывается в реалистичную концепцию игры. Второе, такой элемент вносит сильный дисбаланс в геймплей. Весь ваш положительный результат во время вылазки на локацию может накрыться прахом. Из-за этого вы будете чувствовать глубокое разочарование, так как это не зависит от вас. Просто игра до сих пор кривая. А третий момент, такая механика запредельно усложняет игру, и новые игроки, которые не набрались опыта, могут разочароваться и безвозвратно покинуть данный проект. Еще с друзьями поделиться негативным опытом. Таким образом, у игры формируется плохая репутация. Мне непонятно, почему разработчики не оптимизируют взаимодействие с интерфейсом. До сих пор нужно заниматься дрочем. Нельзя взять и продать или купить все доступные предметы разом в один клик. Нужно постоянно нажимать необходимое количество вручную. Я испробовал все варианты, через Ctrl, через Shift и даже Ctrl плюс Shift. Результат отрицательный, ведь это очевидная вещь для комфорта. Также можно визуально улучшить интерфейс и сделать его более понятным и дружелюбным. Вот объясните мне, почему в меню улучшения оружия сразу нельзя его улучшить из того, что есть у продавцов. Для этого вам сначала нужно отдельно зайти к продавцам в магазин, затем купить интересующие обвесы и только потом зайти обратно в меню для улучшения оружия и прокачать его. Абсолютно неудобная функция. Еще по поводу прокачки оружия. Есть много обвесов, которые не дают никаких характеристик. Когда вы улучшили оружие и сохранили образец улучшения, то этот шаблон добавляется в меню вашего арсенала. Когда у вас много оружия с разнообразным улучшением, то ваше меню арсенала визуально становится перегруженным. Одним словом, нагроможденная мешанина. Нужно сделать отдельные вкладки под базовое оружие и отдельно под улучшенное. Дорогие наши разработчики, предлагаю сделать удобную функцию за донат. Я играю много времени за разных персонажей, и мне часто приходится менять снаряжение. Было бы здорово иметь функцию в виде отдельной вкладки, где можно сформировать заранее рюкзак и активировать его в один клик под определенного персонажа с снаряженным оружием, аптечкой, патронами. В общем, со всем необходимым, что я посчитаю нужным. Данная функция игрокам сэкономит время, повысит игровой комфорт, а вам принесет дополнительные деньги. В итоге все будут довольны. Вы все, наверное, видели приколы про летающие танки по всей карте. Они все так же летают. Впрочем, это пока не сильно критично. А вот застревающие большие механические роботы – это неприятная проблема. В целом, большие юниты до сих пор не могут передвигаться адекватно по карте. Они часто застревают или могут упереться в текстуру. Получается, их роль на локации не имеет значения. И какой тогда в них смысл? Данную проблему нужно исправлять. Оптимизация игры не очень хорошая. Бывает, игра вылетает, есть вероятность провалиться под текстуру или можно пройти ее насквозь. Заметил нестабильный момент в игровом процессе на карте Ashen Mesa. Когда я выбираю начальную точку входа в руины, то есть вероятность, что игра начнет слегка подлагивать. Механика агро-врагов в некоторых местах на разных картах неадекватная. Например, вы находитесь на далеком расстоянии от противника, да еще к тому же в укрытии и сидите тихо, не двигаясь. Но вражеский отряд вас обнаруживает и бежит к вам на всех парах. Я сейчас говорю про всех юнитов, кроме охотников-убийц. Охотники-убийцы вас видят и преследуют всегда и везде. Это их основная механика.
тут вопросов нет. Но вот другие враги так себя вести не должны. Есть еще прикол с летающими дронами. У них есть вероятность появиться от вас на далеком расстоянии, и они сразу вас атакуют. Механика регистрации урона в определенных моментах кривая. Возникают большие трудности попасть в голову киборгам, собакам или по медленным ползущим киборгам. Я стреляю четко в голову, анимация пули проходит сквозь нее, но урона либо нет, будто я промазал, либо урон регистрируется как при попадании в туловище. С гранатометом тоже непонятные нюансы. Бывают случаи, когда одним залпом можно положить пол-отряда, а бывают выстрелы, где все выживают. В общем, как вы поняли, тут еще много кривых игровых механик. Игра пока держится на крутой идее и обалденной атмосфере. Особенно у разработчиков получилось сделать идеальную музыку под все игровые состояния. Музыкальное сопровождение сделало восприятие игры потрясающе правдоподобной. Ты чувствуешь очень чутко все состояния опасности, когда бегаешь по карте в поисках добычи. Прям погружаешься в игровую апокалиптическую вселенную. Поиграв в Forever Winter всего лишь пару часов, я наизусть запомнил все музыкальные композиции, и они периодически крутятся у меня в голове. Видите, насколько тут сильная музыка? Также хочу похвалить разработчиков за левел-дизайн локации и визуальный дизайн игры. У игры есть свой уникальный стиль. Мне очень нравится киберпанк и умеренный элемент ужаса в этой игре. В этом направлении создан идеальный баланс. Помню, когда начинал в нее играть, то мне местами было страшно. Даже спустя время, когда я вернулся в игру и пошел исследовать новые карты, разработчикам снова удалось меня напугать. Они сделали новую карту под названием «Подземное кладбище». И сейчас это самая жуткая локация в игре. На этой карте, в самом ее начале прохождения, вы столкнетесь с патрулирующим грабером. И я называю этого юнита Йоба. Самый опасный враг в этой игре. В следующем выпуске я сделаю подробный разбор этой карты и как можно запереть Йобу, чтобы у вас появилась возможность спокойно двигаться. Последний момент, который я хотел обсудить, это стоимость игры. Мы говорили на эту тему с другом, который занимается разработкой компьютерных игр. По его мнению, цена за такой проект в текущем состоянии сильно завышена. В целом я с ним согласен. За такие деньги можно купить более технически совершенные игры. Я очень надеюсь, что разработчики услышат мои пожелания и сделают упор на улучшение качества игры, а не на добавление нового контента. Когда есть серьезные проблемы в разных механиках и в оптимизации игры, то новый контент не спасает игру и не оптимизирует ее. Сейчас в эту игру в долгосрочной перспективе могут играть только ее фанаты, а ведь мы хотим, чтобы она стала уважаемой и известной для всех геймеров. Я впервые дам двойную оценку этой игре. Как ее фанат, для себя я оцениваю игру на 8 из 10. За последние 7 лет для меня данный проект находка. Игра The Forever Winter стала одной из любимых. Теперь эта игра в моем лучшем списке 10 игр. Если бы я был обычным игроком, то дал проекту оценку 5 из 10. Игра в своем направлении уникальная, но пока есть много проблем, которые нужно срочно исправлять, чтобы игра была комфортной и понятной. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на мои каналы в различных сетях. Да пребудет с нами сила!